Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня мы с вами сошьем коврик из бельевой веревки. Вот какой он получается. Сшивать мы будем зигзагом, и по ходу работы я постараюсь вам объяснить, как все сделать. А сейчас приступим. Сегодня у меня внеплановое видео. Мне срочно понадобился коврик у дверей, и у меня его нету. Но я нашла у себя вот такую бельевую веревку, и именно из нее я буду делать коврик. Во-первых, нам надо обязательно обработать край, чтобы он не ссыпался. И коврик я буду делать прямоугольный. И начну примерно вот с такого вот отрезка. Обязательно складываю веревку. Вот она идет чуть уже и чуть шире. Вот она вот не круглая, а такая немножко плоская. И по этой плоской стороне мне надо красиво вот так все ровно сложить. Можно это иголочками затянуть, чтобы все ровно было. Можно это прошить. Но я попробую сразу под машинку. Вот таким образом. И начну шить с этого угла. Я подобрала зигзаг по размеру мне подходящий. И начну все это сшивать. Я все-таки решила ниточкой затянуть. А то с иголочками расходится. Вот так насквозь. Буквально 2 сантиметра. Вот что получается. Теперь можно сложить под машинку. Я подсуну свой жгут под машинку, и чтобы она не петляла на месте, не стояла на месте, я сделаю вот такую веревочку, за которую я смогу подтянуть. Мне немножко неудобно снимать, но все же попробую. Вот я взялась за веревочку, подложила свой жгут под иглу и начинаю прошивать. Вот у меня зигзаг прошивает. И так прошью полностью один ряд. Вот у меня край, здесь у меня уже прошито. И теперь мне надо вот таким образом обогнуть его. Я дошью до края. Сейчас попробую. Все трясется тут, камера трясется, неудобно. Теперь аккуратно вот так сейчас разверну. Подколю себе иголочкой. Одной. Второй. И вот теперь у меня здесь уголок. Мне надо аккуратно его обогнуть. Здесь очень медленно шьем. Так, сейчас. Ой, извините, камеру снова дернула. Здесь очень важно попасть. Так, сейчас возьму пинцет. Я придерживаю пинцетом, чтобы у меня все прилегало. Обошла угол. И теперь можно шить дальше. Дальше будет легче. И продолжаю шить. На ровной поверхности здесь все легко шьется. Я дойду до угла и вернусь. И теперь мне снова надо обогнуть вот край таким образом. Можно подколоть. Вот. Все получилось. И теперь можно шить. Так, здесь обходим аккуратно. Уголок помедленнее шьем. Если надо, приподнимаем иголочку. И разворачиваемся. Так, теперь я иголочку вспомогательную убираю. Очень извиняюсь, что камера трясется, но никак не могу ее зафиксировать. И продолжаю шить.
так поступаем, сколько кругов нам надо. Так шьем, ничего сложного. Вот вы видите, все получается ровно и все зафиксировано. На углах веревку стараемся ровно укладывать, именно на плоской поверхности, никак не приподнимая, иначе коврик у вас будет закручиваться. Если вас эта тема заинтересует, то я покажу, как делать корзинки со стенками. А сейчас продолжаю работу. Вот вы видите, на углах сейчас стало намного легче работать и быстрее. Все укладываем ровно, и у меня получается ровное полотно. И продолжаем работу. Ну вот, вы видите, что у меня получается. Вот он очень такой плотный. Что с одной стороны, что с другой стороны, никаких отверстий нету. И я продолжаю работу. У меня получается такой добротный, хороший коврик. И один маленький совет. Я опустила нить с левой стороны сшивать, и как бы полотно у меня справа. Но лучше делать это наоборот, потому что полотно увеличивается, и мне вот тут места нету под машинкой, мне приходится его скручивать. А с левой стороны будет очень удобно его там крутить. Поэтому вот такой маленький совет вам. У меня закончилась нижняя нитка, я перевернула вот на левую сторону коврик, и так намного удобнее работать. И когда начинаем шить, начинаем не отсюда, где мы закончили, а примерно на 1,5-2 сантиметра до где мы сшили, чтобы закрепить. И продолжаем шить. Вот вы видите, с этой стороны намного удобнее шить. Нить не затягиваем, просто шьем, как она ложится. И продолжаем работу. Ширину зигзага старайтесь выбирать не слишком маленькой, но не больше, чем 2 нити, сложенные вместе, чтобы не находила один на другой шов. Но при этом, чтобы не был слишком маленький и чтобы вы не пропустили, чтобы не было отверстий. Мой коврик почти готов. Здесь можно веревку отрезать, обработать огнем и просто ее пришить. И можно также отрезать и сделать петельку. Вот сюда ее пустить и прошить. И тогда коврик можно будет повесить. Я сейчас попробую вам показать, как это сделать. Я вымеряю размер петельки, отрезаю лишнюю веревку и обрабатываю огнем, чтобы у меня ничего не сыпалось. Извините, камера трясется, но никак не могу ее зафиксировать. Так, здесь чуть-чуть она большая получается. Сейчас еще прошью пару стежков. Вот так. Иголочку оставляем внутри и складываем. Сейчас возьму пинцет. Вот сюда подсовываем. И прошиваем аккуратно, так, чтобы она меня туда прошла. Прошиваю петельку. Теперь возвращаюсь назад. Так, сейчас я повернусь и вернусь к вам. Или сразу так получится. Так, сейчас неудобно. И вот мне теперь надо прошить зигзагом, закрепить. Есть. И еще чуть-чуть. Мы как бы вернулись назад на строчку. Все.
И моя петелька закреплена. Вот что у меня получилось. Здесь небольшое отверстие, но ничего страшного, по-другому нельзя было подсунуть. И вот теперь коврик можно повесить. Петелька у меня не висит, вот она закреплена. Ну вот, мой коврик готов. Он у меня немного такой помятый из-за того, что мне было неудобно под машинкой шить. Но в коридоре он у меня отлежится и будет ровный. Могу сказать, что получился коврик шикарный. Ушло у меня примерно 1,5 часа времени. Сколько веревки, не скажу. У меня был большой моток и не так много и ушло. Наверное, мне там еще коврика 3 точно выйдет. Вот вы видите, как все прошито, аккуратно, и надолго мне послужит. Но надеюсь, урок вам понравился, был полезный, вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.